Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать об очень эффективном и отличном удобрении, которое пользуются многие, также наши бабушки пользовались им. И это очень эффективное удобрение помогает запустить цветение. Также в составе этого удобрения есть калий, который именно поддерживает цветение и сохраняет бутоны цветущими намного дольше. Обратите внимание на этот сорт пеларгонии. Это Advertisement. Очень красивая розыбудная пеларгония, даже иви гибрид. Обратите внимание на листья. Я ее недавно обрезала, но так как она цвела, я оставила ей один боковой побег, даже два, чтобы она могла нормально распуститься. И обратите внимание на листву. Несмотря на то, что на подоконнике сейчас достаточно холодно, у нее все листики зеленые, и вот обратите внимание, еще лезут боковые побеги. Это все благодаря новому удобрению. Новое удобрение я начала использовать в ноябре по совету одного из блогеров. Я сначала добавила его в горшок к замиокулькасу. И была приятно удивлена, что благодаря ему стали появляться новые побеги. И я решила проверить это удобрение на остальных растениях, на пеларгонии, на глоксинии. Фиалки еще не тестировала, но на пеларгониях эффект был просто потрясающий. Обратите внимание на листву. После того, как я в землю начала добавлять это удобрение, листва стала прям ярко-ярко зеленой. Смотрите, даже вот такой вот глянец небольшой появился. И очень эффектно начала развиваться черенки. Они начали гнать не только зеленую массу одновременно, но и пускать цветоносы. Это у меня пеларгония Fisher Apple Blossom. Она у меня одновременно набирает массу и цветет. Это редкое такое явление у пеларгоний. Особенно в зимний период. Череночек, кто помнит, у меня был маленький совсем, невзрачный, желтенький. И сейчас вот она активно набирает массу и цветет. Это ее будет третье цветение. Также у меня вот пеларгония Денис. Кустик распушился. Она 2 раза цвела и вот сейчас набирает массу. Это удобрение прям очень стимулирует рост зеленой массы и поддерживает цветение. Давайте не буду вас томить, покажу, что же это за удобрение такое полезное для растений. Это древесный уголь. Буквально вот древесный уголь. Не какой-то таблетированный, активированный уголь, а именно древесный уголь. Этот древесный уголь я уже использую 3 месяца, и он показал просто потрясающие результаты. Давайте расскажу, как им пользоваться правильно. Если у вас растения уже посажены и растут на постоянном месте, то древесный уголь мы просто сыпем на горшочек, на землю. Землю посыпаем, и когда вы будете поливать землю, то удобрения, которые содержатся в этом древесном угле, они будут попадать внутрь. Можно слегка подрыхлить почву. Если у вас корни не на поверхности, то можно вот небольшое такое рыхление сделать. Кто не знает, но в древесном угле содержится большое количество калия. А калий отвечает именно за иммунитет растений, за здоровье растений. И листики при этом становятся намного зеленее, растут намного лучше и качественнее. Также в древесном угле есть небольшое содержание фосфора, которое стимулирует рост новых цветоносов и заложение новых бутонов. То есть это удобрение таким 2 в 1 с двойным эффектом. Я при пересадке своих растений всегда добавляю древесного угля в почву для того, чтобы растение еще при этом не болело, потому что известно, что именно древесный уголь помогает от всяких разных вредителей, обеззараживает грунт, способствует улучшению проводимости почвы, питательных веществ. Например, вы добавите древесного угля в землю, и это потом поможет
стимулировать не только рост самого растения, но и улучшить плодородие почвы. И вот благодаря таким простым удобрениям мы имеем достаточно хорошую зеленую массу у растений, у пеларгоний. В общем, это удобрение самое лучшее, что было создано природой. Наши бабушки об этом знали, и теперь вы будете об этом знать. Это удобрение можно купить в любом магазине садовом. Я брала вот недавно буквально в Леруа Мерлен. Это антисептик, предотвращает процесс гниения, обогащает и улучшает структуру почвы. Это такое уникальное удобрение, которое просто необходимо для растений. Его можно использовать в качестве дренажа. То есть, если вы покупаете уголь, говорят, что можно купить те, которые, знаете, для шашлыков продают, и использовать за место керамзита. Также хочу отметить, что вот прям совсем много угля древесного не стоит класть, потому что он ощелачивает еще почву. Поэтому знайте меру. Немного. На горшок достаточно всего 1 столовая ложка древесного угля. А если у вас черенки совсем маленькие, то буквально чайную ложечку добавляем. Также хочу отметить, что во время даже рассады, если вы какие-то выращиваете растения в виде рассады, то тоже в почву стоит добавить древесного угля. Если вы хотите купить древесный уголь, который продается для шашлыков, говорят, что он годится, просто он крупной фракции, его можно перемолоть в кофемолке. Также этот древесный уголь я добавляю к своим глоксиниям. Вот обратите внимание, как активно и как много цветоносов сейчас бутонов набирает. Я раньше этого не делала, и, знаете, некоторые сорта все равно они выдают по 2 цветоноса. А вот когда стала добавлять уголь, цветоносы стали держаться намного дольше. Если обычно глоксиния цветет 2 недели, да, а потом скидывает цветок, то благодаря древесному углю цветоносы держатся около месяца. И также поддерживается здоровье, листики долго не желтеют. Именно это удобрение нацелено на то, чтобы хорошо росла именно зеленая масса. И листики были всегда ярко-зеленого цвета и наливались достаточно хорошо, росли и хорошо себя чувствовали. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если вы использовали это удобрение и у вас накопился какой-то опыт, расскажите об этом, мне будет интересно послушать вас в комментариях. Всем пока-пока, всегда с вами Елена.